Всем здравствуйте, с вами Old Goose. Сегодня я хочу поговорить о бое Wilder Ortiz 2. Вообще затронуть моменты, связанные с боем, судейством, с прогнозистами, рассуждающими людьми о боксе. Поехали. Первое. Поздравляю Уайлдера. Второе. Всем прогнозистам, тем, кто рассуждает о бое, рекомендую. Это зачастую люди вообще, может, они даже с любительской карьерой, куча людей, которые в зал бокса не то что не заходила, рядом не проходила, какие-то журналисты. Объясню один момент. Откройте правила бокса любой профессиональной федерации. Можете, если не знаете английский язык, можете Российской Федерации открыть, почитайте. Вы найдете там удивительный пункт, что для победителя в бою важны не только количество нанесенных ударов, но и урон от этих ударов. Почему я решил об этом вспомнить? Потому что все рассуждающие обычно не придают этому значению и считают, кто там сколько джебов, там какая-то дистанция, что какие-то моменты, блядь, какие-то серии кто-то должен бить. Ребята, блядь, Уайлдер это яркий показатель того, что удар правой Уайлдера это грусть для любого боксера, который хочет с ним встретиться. Я предпочту 12 раундов пропускать, блядь, от Фьюри, чем пропустить, блядь, парочку ударов. Да чего парочку? Один удар, блядь, от Уайлдера. Это вот ответ всем тем, кто говорит, что Ортиз перебоксировал Уайлдера, пока не пропустил удар. Что для вас вообще перебоксировал? Бокс это, блядь, не тычки, это, блядь, нанес удар, человек упал, блядь, желательно один, блядь, желательно в первом раунде, желательно не пропустив и желательно на первой секунде, блядь. Если очень часто боксеры профессионально выбирают такую тактику упрощенную, это не значит, что неэффективную, но упрощенную, реализация физического преимущества. Это когда ты начинаешь, осознавая, что у тебя ты физически более подготовлен, ты, не форсируя события, начинаешь просто играть. Где-то ударил, где-то отошел, где-то ударил, где-то отошел. Возможности человека не безграничны, как я повторял уже и буду повторять 1000 раз. И это приводит к тому, что второй в половине боя более подготовленный боксер сохраняет больше сил, соперник замедляется и он наносит удар. Такой момент. Очень многие прогнозисты, вот, делая расклады на бой, говорят, что вот он должен двигаться, он должен наносить серии, он должен там придерживаться какой-то школы, на движение, уходы. Любят вспоминать советскую школу. Вот я не буду называть имен, я скажу канал «Боевые ботаники». Там новый эксперт. Вот он любит рассуждать про серийную работу и советскую школу. Вот на примере боя даже Ковалев-Альварес. Он рассказал, что Сережа должен придерживаться советской школы и работать серийно на отходах. И вот мне хочется сказать. Хуй голова, 2 яйца 2 уха. Вот что для тебя советская школа? Это то, что тебе тренер показывал там, блядь, полупьяный, блядь, в подвале. Это умные дядьки сидели, разрабатывали. Там кафедра Воробьева для всех видов спорта. Я вот тебе расскажу про серийную работу. Вот эта кафедра еще 50 лет назад, через которую прошли 10 тысяч профессиональных спортсменов, крупнейшие исследования среди боксеров, вот я знаю, среди левшей, когда исследования проводили, там 400 боксеров левшей уровня КМС и выше участвовало. Так вот, я тебе расскажу. Уже тогда советская школа в лице ученых советских рекомендовала тренерам в весовых категориях выше 70 килограмм не подготавливать боксеров к бою,
используя какие-то серийные наработки, больше 2 ударов. Удивительная, блядь, история. Кто-то скажет, блядь, это ж любительский бокс. А я вам скажу, что тогда любительский бокс, они боксировали не в аибовских перчатках, они тогда боксировали в нормальных перчатках, набитых конным волосом. Это те же профессионалы, только меньшее количество раундов. И вот удивительная история, да? Одиночные удары. Вот даже если обратить внимание на лучших боксеров профессиональных, да, это максимум, вот самая распространенная связка, прямой задней рукой заканчиваешь боковым. Максимум 2 удара. Ладно, вернемся к... Хотя нет, еще про боевых ботаников. Эксперты боевых ботаников, ну, я понимаю, что это канал, им надо интересные личности. Вот с моей точки зрения, мое мнение, там единственный нормальный эксперт был это Синчуков, которого все время обсирали, и он там стоял, обтекал, ему там мамкины доминаторы, блядь, 50-летние, там пытались над ним издеваться, он на них удивительными глазами смотрел, чуть не плакал. И для человека, который не знаком с творчеством Синчукова, это кажется, ну, значит, он лох. А я вам скажу, прочитайте его книгу по философии боя, да, это вообще, это был переворот в моем сознании 20 лет назад. Это одна из философий, когда ты с соперником, который тебя вывел бить на улицу, да, ты можешь это заплакать. Ну, доведу до абсурда, там, упасть на колени, укусить за яйца, там, при этом плача, да. Если бы у меня, ну, провели бой каких-то Синчукова и с любым из тех, да, голыми кулаками, бля, я бы поставил на Синчукова. Знаете почему? Да потому что он бы оппонента вырубил в тот момент, когда он бы, блядь, протягивал ему руку, чтобы в начале боя поздороваться, там, и на момент отвлекся бы на рефери, который ему что-то сказал. Синчуков уже бы его в этот момент вырубил. Вот такие вот дела. Эксперты, да, это сильная штука. Еще такой момент, о чем сказать хочу. Так вот, правила федерации. Та-та-та. Ну все, как бы, мне бой понравился. Я заметил такой момент, что Уайлдер на тренировках время проводит не зря. Вот кого не возьми, универсалов вообще на боксерском ринге практически нету. У человека сформировался стиль, он его придерживается, и вот на этом багаже, вот яркий пример это будет Ковалев, да, вот он на любительском багаже, вот поехал, доехал. Я думаю, что он, если боксирует 1 раз в год, он в зале бокса проводит месяца 2-3, максимум 4. У человека наполненная жизнь, ему там надо пойти кого-то попытаться изнасиловать, там, поехать куда-то побухать, и вот такие пироги. А есть такие люди, как учатся. Вот пример Альварес. Какие-то штуки он скопировал просто у Майвезера. Вот из очевидного, после боя, вот из очевидного это замах левой рукой на любой, одинаковый замах на любой удар. То есть на левый прямой в корпус, на левый прямой в голову, на левый боковой, на левый в корпус боковой, на левый боковой, на левый апперкот в корпус. У него замах из одного положения стал после боя с Майвезером. Очень крутая штука. Если вы любитель бокса, ну и тренируетесь, да, вам тренер будет говорить, что это ошибка. Но главное, как ты умеешь использовать ошибки, и главное, понимание, для чего ты это делаешь. И вот в случае Альвареса это становится не ошибкой. Так же, как в случае Альвареса не является ошибкой уход на сильную руку оппонента, потому что уходит-то он на руку, но он идет не параллельно оппоненту, а он разрывает дистанцию, то есть он наискосок уходит на руку. И то есть получается, в случае с Ковалевым у него дистанция для атаки, для правой сильной руки, она должна быть большая, и он ему просто не давал возможность ударить правой рукой, идя на ее.
Ну, ударил бы он. А и оказывается момент, у Ковалева и нету удара, и сильного. А Альварес уже в этот момент уже на своей ближней и средней, и он может его подцепить апперкотом. Вот такие пироги. Что еще хотел сказать? Ну, как бы... Так вот. Уайлдер, получается, что я заметил? По корпусу начал бить. Чего я от него вообще не ожидал, это то, что он стал, его стойка стала более академичной. Вообще, на профессиональном ринге, в таких весах, ну вот, чтобы вы понимали, самая академичная стойка среди боксеров в боксе, это профессиональном, это Владарчик. И вот получается у Уайлдера на данный момент где-то посередке между Владарчиком и всеми остальными, которые любителями фронтальных стоек. Он перестал ходить на прямых ногах. Это уже, то есть в его случае это плюс к силе удара 10-20%, я думаю, я не могу точно оценить. Но от этого удар только выигрывает, когда ты немножко приседаешь на ноги. В его весе он, конечно, страшный боец теперь. Ну все, всем пока. С вами был Old Goose. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои прогнозы. Удачи!